Вот. И бог с ним. Это надо вырезать, кстати, будет, а то заблокируют. Бластеры, там супер-припупер, коммунистические, значит, делатель тарелочек, танцы и стрельба. Будущее России. Всем привет! Вы на канале Мир это просто. Меня, как всегда, зовут Алексей Борода. У нас сегодня речь вот о таких невидимых ружьях. Это просто у нас МЦ. МЦ-108 и МЦ-200. Сейчас расскажу, покажу, постреляем. Это наши легендарные спортивные ружья. Важный нюанс. Охотиться с ними тоже можно, но, наверное, не нужно. Поехали! Так, у нас с вами, значит, 3 экземпляра. Это у нас, смотрим, кстати, посмотреть всегда можно на стволах. Это у нас МЦ-108-03. Восток, сделано в СССР. Ну, тут буковка, наверное, она означает год. Потом посмотрю, если что, в описании напишу, если найду. Или, мужики, напишите, кто знает, как по МЦ-хам определить год, потому что я не нашел. Так, это у нас, значит, 108-я. Это у нас тоже 108-я, но уже сделана не в СССР, а в России. Кстати, как ни странно. А это у нас уже 200-я, да? Да. Сделан в России, 2016 год. 200-01. Так, что, вкратце давайте расскажу, чем они отличаются от других ружей. Во-первых, это разрабатывалось у нас, опять же, Тульским заводом. МЦ — это там конструкторское бюро. Для кого? Для спортсменов, ребят. Охотиться, естественно, с ним можно, повторюсь, но не нужно. Потому что вещь эта, ну, дорогая. И охотнику такой ресурс просто не нужен. Обычное ружье наше, тозики, ижи наши, да, например, рассчитаны, ну, от 5 до 10 тысяч выстрелов, скажем так, до своего самоуничтожения, назовем это так. Охотник это количество, ну, вряд ли настреляет, да, когда-то. Давайте ориентироваться на 10 тысяч там по ижу. МЦ рассчитана на гораздо более большой ресурс. Поэтому он разрабатывался именно для спортсменов. Ну, вернее, он разрабатывался для спортсменов, поэтому он рассчитан на более долгий срок службы, на большой настрел, огромный настрел. Какой, кстати, нигде не указано, но вроде как почитал форумы, там, хренорумы, типа вот рассказывают чуть ли не 500 000 выстрелов. Как берета, эти, господи, как они называются, пиратцы. У Андрюхи мы забыл, как снимали, там видео тоже выйдет, посмотрите. Вот так как-то называется по-итальянски. Андрей там очень много рассказывал. Я, короче, вообще перуджини везение, вот. Ну там вообще лям, типа. Поясняю, товарищи охотники, наверное, да, меня смотрите, ну или просто люди, которые любят оружие. Если вам оно нравится, то, конечно, вы его берите. То есть вам хватит охотиться вам, детям, прадетям, праправнукам, правнукам и вообще всем. Просто по кайфу. Ну, для меня, честно, как бы, ну, ружье и ружье, вот так. Ну, типа, ну, ружье, вот так. Кстати, почему-то у нас вот это вот так сделаем для красоты. Ну, чего, я даже вот не знаю, ну, что. Говорят, что здесь спусковой механизм очень интересный. Причем в 108-м он как бы один, а как бы в 200-м он другой. Ну, честно говоря, верится с трудом. Вот, типа он быстро очень заменяемый. Вот что-то, ну, видимо, что-то тут надо все-таки откручивать. Потому что если мы говорим о пиратце, да, ну, пиратце стоит совсем других денег, понятно, там он просто вынимается. И при желании его можно поменять. Дальше, стволы у нас, кстати, давайте-ка посмотрим. Да, походу, все одинаковые. Да, но были 675 стволы и были 700 стволы. А как мы знаем, чем длиннее ствол, тем дальше оружие стреляет, если кто не в курсе. Так опять же, ребят, возвращаясь, для чего спортсмену большой ресурс? Объясняю. Вот начинаете вы стрелять стендовую стрельбу, неважно, трап, там, дубль трап, там, спортинг или еще что-то. По тарелочкам стрельба я называю. У нас, кстати, отдельное видео есть. Мы, кстати, в ловчем,
что в городе Тольятти мы с Александром Федоровичем записывали видео, рассказывали вообще, что такое спортинг, с чем это едят. Начинаете стрелять. Оказывается, талант у вас, вы берете иж у дедушки, например, да, но мы с вами в основном-то, кто меня смотрит, люди небогатые, включая меня, берете какой-то ижик, там, 27-й, допустим, стандартный, да, наш. Начинаете стрелять, раз соревнование, 2, 3, вы в азарте, 4, 5 соревнований, вышли на Россию, у вас оно там развалилось. Прям в руках. То есть вы вот так вот с него стреляете, а у вас вот так стволы разлетаются в разные стороны, блядь, коробка, механизм весь, просто вот так все рассыпается, и вы проигрываете и уезжаете снова заниматься боксом, KFC 7 лет и пауэрлифтингом. На этом ваша карьера в спорте, скорее всего, закончится, потому что вы получите кучу негативных эмоций. Ну, сами знаете, мужики, да и девчонки, что это такое? Хочется-то, да, как бы позитивить, а тут... Вот. А почему? К ижу никаких претензий быть не может. Это охотничье оружие. То есть практически единственное спортивное оружие это вот это, МЦ. То есть в России этот спорт не то что не развит, а мы вообще в зародыше просто находимся по многим причинам. И одна из них это денежная финансовая сторона. Патрон в данный момент 2023 год стоит 50 рублей штука. Плюс тарелочка, если вам надо по ней пострелять, да, там 25 рублей, допустим, ну 40, 25, не знаю. Округляем до 100 рублей штука. Ну, а тренировку сколько патронов? Хотя бы 150, это пятнашка. Вот так, ребята. Как говорится, Олимпиада, жди Россию, пожалуйста. Вот, но вот эти вот ружья, МЦшечки, у нас даже какие-то там мировые рекорды ставили. При Советском Союзе, естественно. А почему, товарищи комментаторы? Про ружье вопрос сложный. Снимали, стреляли мы очень много всего. Ну, поскольку на двухстволке у меня на эти просто не стоит, на вертикальные, мне вообще это оценивать сложно. Но люди реально говорят, что с МЦшек, они, вот я лично человека знаю, кто все-таки сотку бахнул, 100 тысяч. Ну, и как он говорит, почти ничего не сломалось. На мой вопрос, что такое почти ничего, но он сказал, ну, стволы не разлетелись. Поэтому варианты, как говорит у нас кто, не скажу кто. А наши спортсмены все-таки, они заняли места эти, мое убеждение, во-первых, потому что в Советском Союзе патроны были в свободном доступе, то есть человек пришел в секцию, он показывает результаты. Советскому Союзу нужно, так сказать, коммунистических своих людей представить всему миру и куда послать? Да, но не туда, а на Олимпиаду. Соответственно, они стреляли, что называется, до усера. Вот, тарелочки им делали коммунистические, значит, делатели тарелочек. Значит, ружья делали советские, так сказать, оружейники. И они стреляли, я думаю, просто до потери сознания. Потому что в капиталистическом мире уже тарелочки продавались и патроны за деньги, а у нас, ну, как сказать, за спасибо. Тогда это было. Сейчас это дорого. И как ни странно, а где мировые рекорды на МЦ? Нету. Пожалуйста, да? Когда-то, я извиняюсь, и Гагарин первый в космос полетел, луноход первый полетел, человек, значит, ну, соответственно, в космос вышел, спутник первый, марсоход первый, правда, до Луны люди не добрались. Но это было когда-то. Вот. Че, ружья хорошие, мы с них постреляли, ну, выглядят понятно, они абсолютно стандартно. Нанесена на них, Дим, подойди, пожалуйста, поближе, покажем. Гравировочка, ну, естественно, это машинная гравировка, это никак не пираться, понятно, она и денег других стоит. Тут номера везде, ну, то есть вот такая вот аккуратненькая гравировочка. Дерево, ну, на ощупь даже не пойму, поход береза. Вот это у нас постарше ружье, оно, понятно, немножко позатерте, но состояние все равно хорошее. Цевье, кстати, неотъемное, но его можно снять, раскрутить, понятно, и оно состоит из двух частей. Здесь тоже. Так, здесь материал, ну, плюс-минус. О, стрелковый комплекс ловчий, пожалуйста. Эти ружья, кстати, вы можете всегда прийти, пострелять, взять в аренду в ловчем. Как и много-много другого оружия, ссылочки в описании, как всегда. Добавить мне, ребят, убавить нечего. Говорят, что здесь какую-то вот скобу придумали супер крутую, чтобы оно, значит, не разлеталось. Ну, наверное, это так, коль человек 100 тысяч на нем бахнул. Спусковой крючок, господи, как его звать-то, курок внутри. Обычный, обратите внимание, здесь один спусковой крючок.
то есть на любой модели. Это сделано специально, повторюсь, для спортсмена, чтобы он силу свою соизмерял и не перенаправлял куда не надо. Кстати, они еще выпускались в ограниченных сериях, но это вообще ограниченная серия, поэтому они стоят там по 200, по 300 тысяч, если они в хорошем состоянии. А была еще ограниченная серия, она там вся в серебре, да в злате. Ну, как мы сейчас понимаем, что в Советском Союзе все были равны, но кто-то был равнее. Вот. И, соответственно, эти ружья дарились кому? Правильно, партийным деятелям коммунистическим, которые были равнее, чем другие, так сказать, коммунисты. Вот, это нормально. И бог с ним. Это надо вырезать, кстати, будет, а то заблокируют. О, кстати, обратите внимание, интересно. Здесь напильник, так называемый, да, прицельная планка, но она с выемкой внутри, что очень удобно, кстати говоря. Первый раз это вижу, причем я повторюсь, я из пиратца стрелял, из этого опять забыл слово какое у Андрея, перужинь-везине. Вот. Здесь планочка-то уже лопнула, понятное дело, вот она. Ну, бывает. Сейчас чего, постреляем, поделимся впечатлениями. Я, честно говоря, не знаю, чем тут делиться. Чтобы вы понимали, я тут сейчас наговорил много, но по сути ни о чем. Да, ребят, да потому что это обычная, блядь, двухстволка. Вот, просто, блядь, с большим ресурсом, чем обычно. Если вы охотник, ты охотник, бери, пожалуйста, если тебе по кайфу его форма и история, да, что с ним там наши ребята установили, слава богу, кстати, все-таки мировые рекорды. Не нравится, возьмишь 27, тозик. Кому-то горизонталки нравятся, например, как мне, или там одноствольные ружья. Все, тут рассказывать совершенно нехера. Из пальца можно высасывать что угодно, что там, блядь, под луной, на третий день восходящей звезды. Давайте не будем сейчас тут вот в это во все углубляться. Мы обычные все люди. Кому что нравится, то и берите. Сломалось, в крайнем случае отнесли в мастерскую, взяли в Росгвардии бумажку такую на ремонт ружья. Теперь, кстати, надо брать с того года. Отнесли, вам починили, поставили в сейф до следующей охоты. Стрельнули 3 выстрела и убрали на год. Кому надо стрелять по тарелочкам, все же сейчас отдают предпочтение. Ну, будем говорить честно. Итальянским ружьям, они в этом мире лучшие. В этом мире оружий, скажем так, для спортинга. Но денег опять это стоит. То есть, если вы начинающий, вам, я думаю, это подойдет, если он в хорошем состоянии будет. То есть, 50, 60, 100 тысяч, я думаю, вы с ним настреляете. Что более чем достаточно. Переходим к стрельбам. Да, ребят, 2 слова. Я в итоге много наговорил, а так и не сказал, почему для спортсмена важно ресурс. Для того просто, чтобы он всю жизнь стрелял с одним ружьем. Вот и все. То есть, всю свою жизнь. Как правило, профессиональный спортсмен в спортинге, там, ну, назовем это все спортингом, да, стрельба по тарелочкам, ну, 500 000, если это прям вот для глубокой пенсии стрелять, там, настреляет. Поэтому, да, итальянцы там делают 1 000 000, чтобы запас был хороший. Вот, просто для чего. То есть, конечно, если вы просто для себя стреляете, вам ижик подойдет, и тозик, и там, что угодно. Давайте попробуем его собрать. Делаю я это первый раз, потому что мы его сначала разобрали. Собрали. Слушай, ну круто. Тут я хочу сказать, все-таки нашим оружейникам вообще респект, конечно. Ага. А? С ноги. Там был оружейникам респект, тут анти-респект. Еще раз. А, нет, это мне антиреспект. Так, и третье. А, ну нет, да, это мне антиреспект. Ай-яй-яй. По пальчику аккуратно бьет. Вот они, 3 брата. Старший, средний и младший. Ну, меня всегда тянет к оружию, которое взрослое, пожилое. Мне, конечно, нравится больше всего вот это. Вот по ощущениям просто. Хотя тут вон зазоры уже. Ну, это да, к настрелу в 100 тысяч. Ну, давайте постреляем, проверим. Ну, открывается, понятно, обычным способом. О, здесь, кстати, у нас, походу, экстрактор, да, есть? Сейчас проверим. Ну, соответственно... Нету! Значит, не на этом. Следующее. Оба! Средний брат у нас шалит.
Это мы выяснили еще до этого. Тоже нету. Младшенького. О, вот здесь есть. Казус вышел. Типа снова так. Ха! О! Еще бахнем. А мне понравилось, граждане. Танцы и стрельба. Будущее России. Ну шо? Бахнем. Ха! Ха! Осечка. Прикинь? Все, короче, я в азарт вошел. Это, вы там давайте, подписывайтесь, лайки, колокольчики. Ассаляму алейкум, все дела. Деньги там не надо, монетизацию включу. Хотя надо, если присылайте. Все, вы на канале Мир это просто, Алексей Борода. Всем спорт, бокс, KFC 7 лет, значит, танцы и стрельба, пожалуйста.